Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомитовод и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре китайская ЛТХ, прокачиваем проходная ветка 4 уровня М5А1 Стюарт. По сути это американский Стюарт 4 левела, легкий танк, который Китаю поставляли, наверное, по ленд-лизу, потому что это на самом деле американец, а не китаец. Вот. Внешне видно по корпусу. Вот. Предлагаю уже сразу пойти посмотреть бронирование этой машины. И, как ни странно, для ЛТ она здесь местами есть. Вот, факт. Погнали. Так, вот наш китайский ЛТ. Давайте смотреть. Вот. Сразу про НЛД. Катки у нас мягенькие, 39. А вот центр это какая-то замануха для других игроков, кто привык стрелять в НЛД. Здесь у нас 83, к низу вообще там получается, понятно, она закругленная, 107. Этому танку, этой ЛТХ ни в коем случае нельзя стрелять в НЛД. Корпус огромный, стреляйте. В ЛД 38, 38. Здесь сверху побольше 41, надгусечные полки 75 и рикошет, кстати. Они под хорошими углами. То есть, когда видите танк вот так, не стреляйте на гусеничные полки и не надо в НЛД. Под круголек под башню у нас 30, щеки 47, 60, 58, 48. Передняя бронеплита 45, 44. Вокруг маски, вот эта большая часть, да. Вот смотрите, есть тут места до 200, 119, внизу вот 50, 50, 128 выше. Сама маска орудия вокруг квадрат 50, 83, 132. Короче, вот здесь в верхней части вот так вот есть броня, тоже лучше не стрелять. Вот боковое бронирование, как ни странно, тоже присутствует, 28 миллиметров, и это говорит о том, что он в принципе хорошо танкует от борта корпусом, но щека надгусеничные полки, конечно, убивает все. 40 миллиметров сюда будет шиться, но в целом это ЛТ, он может танковать от борта. Ладно, давайте смотреть его основные модули. Так, у нас предлагается топовая пушка 4 уровня. Это ЛТшка, пушку здесь еще обсуждать. Давайте посмотрим. 70 альфа, 81 пробитие на основном, 130 на голде, что очень хорошо. Заряжается 2,5 секунды, время сведения 2,3, вот, 0,42 точность такая приемлемая, почти 1700 ДПМ. Вот. Все остальное качаем, даже обсуждать тут нечего. Эта ЛТшка нужна и топовая рация, и топовый двигатель, и топовая ходовая. Все для подвижности здесь, все для засвета, насвета и все такое. Что даже это обсуждать. Все модули этому танчику нужны. По оборудованию. Мы ЛТ, соответственно, ставим турбину, ставим просветленку, ставим малошум. Можно и в иных случаях иногда ставить вместо малошумки вентилятор. Но малошумка, естественно, этому танчику зайдет лучше. Тут тоже обсуждать нечего. По снарядам основной ББХ летит 810, голда подкол странно летит тоже 810. В принципе, терпимая скорость полета снаряда, можно стрелять даже по подвижным целям. По снаряжению стандартный комплект, ремка, аптечка, огнетушитель автоматический. Я поставил доппаёк, потому что опять не переобучил экипаж на этот танк. Мне это нафиг не надо, тратить голду, да, и все такое. Туда-сюда гонять экипажи на обзорах. Поэтому я себе позволил поставить доппаёк. Экипаж, 4 члена экипажа. Первым перком командиру, лампа, всем остальным ремонт. Вторым перком боеубратство. Дальше качать, как показано в таблице. По пушке, по ВН у нас минус 10, это очень хорошо. По ХП у нас 520, тоже неплохо, как для ЛТ. По мобильности 68 вперед, почти 70, 22 назад. И это с турбиной. 26 лошадей на тонну. Танк, в принципе, хорошо подвижный. Вот, это плюс машине. По незаметности здесь тоже все достаточно неплохо. У нас стоит малошумка, у нас 30%, но у меня только выкачивает спек
а незаметности отсутствует у радиста и отсутствует напрочь у командира, поэтому здесь будут показатели где-то, наверное, в районе 36 неподвижный, то же самое в движении, когда выкачает спирт незаметности. По обзору 366 метров, у меня штраф 37, так был там 400 с небольшим, ну что же поделаешь. По плюсу минусам танка, по его размерам это минус. Почему минус? Да, он в принципе не такой длинный, не такой широкий, но он очень высокий. В некоторых кустиках вот так будет иногда светиться. Это факт. По подвижности однозначный плюс, по незаметности в принципе тоже плюс, но помним, да, про кусты, про размеры танка. По пушке плюс, тут даже говорить нечего, очень комфортная пушка, заряжается, хорошая точность, пробитие, все такое, как для ЛТ, отличная пушка. Вот. По обзору, когда у вас правильно прокачан экипаж и переобучен на эту машину, тоже в принципе плюс. Ну, средняя такая обычная ЛТ, ничего такого в ней сверхъестественного нет. Предлагаю уже отправляться в бой, пощупаем, подергаем за рычаги, посмотрим, что такое китайский М5А1 Стюарт. Погнали. Так, попали мы на Малиновку, попали шестым машло ВЛА. Да, сейчас поедем светить. ЛТшек до хера и больше, рисканул чуть неудобно. Я здесь люблю на центр ездить правее. Так, у нас обзор боем на М5А1 Стюарт. Вот, китайский СТ. По ленд-лизу от Америки, походу. Вот. ОСТ. ЛТ СТ. Прокачиваем проходная ветка. Отлично. ЛТшка. А чё, по ним будут стрелять? Нет. Так. 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 Есть на свет, потихоньку начался. Так, вот, уже пошло, хорошо. Хорошо. Стоим дальше, светим. Светим, светим. Ну, у нас никто на гору не поехал, я думаю, мы проиграем, к сожалению. Ну, кустик мы удачно заняли. Мы же ЛТ. Бой проигран 100%, потому что никто не поехал на левый фланг на гору. Сейчас мы из-за этого прям точно нас оттуда просто разорвут. Вот, светим. Видишь, тут разъездился. Но стрелять не будем. Стрелять мы не будем.
пока еще более-менее ровно идем, но я думаю. Эх, сейчас бы командирский обзорный прибор бы. Тогда мы светили. Так. Вот, хорошо, 500. Вот уже 5,8, да. Так, еще подсветили. Светим дальше. Эх, не успели. Ну, как-то так. А кто же меня подсветил, интересно? И так аккуратненько стоял в кустике. Кто ж такой плохой? Ну что могу сказать, по сути это точная копия американской ЛТшки 4 уровня, то, что она там Стюарт называется, да, по сути то же самое, ничего сверхъестественного в ней нету. Обычная ЛТХ играется как ЛТХ, единственное меня бесит, что она такая пузатая и высокая, была бы она чуть-чуть вниз, а поменьше было бы круто, а так конечно высоковат этот танчик, как по мне. Ну давайте уже доигрывайте. Вот. Прям как-то выделить китайскую ЛТшку среди других, какой-то прям назвать там, не знаю, супер характеристику, супер параметры, язык не повернется, потому что ее просто банально нету. Ну куда ты вылазишь? Уже стой, жди, когда к тебе приедут, дурачок. Вот играют, да? Зачем понять? Для чего? Вот для чего? Убил там. Все. Ладно, по поводу этой ЛТ. Посветили. Что-то там насветили, свои ХП отбили. На других картах, ну, подвижность обычная, тоже не назвать ее какой-то сверхъестественной, поэтому самая обычная ЛТ. 4 с маленьким минусом за ее габариты высоких ставим этому танчику, вот, ничего сверхъестественного в нем нету, просто вот лично я, да, спуститься со старших левелов, получить удовольствие на этом танке точно особо сильно не удастся, поэтому ну, я это делать не буду, и вы, я думаю, тоже есть более интересные машины на 4-х левелах, вот, как прем, так и обычные проходные прокачиваемые. Ребят, пишите, проходили, если в ангаре, какое используете оборудование, да, как вам вообще в целом М5А1, как по мне, незаурядная ЛТХ без изюминки, вот, скажем так, без изюминки. Подписывайтесь на канал, прожимайте лайкосы. Я говорю, до скорых встреч, пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.